Через несколько дней у нас начинается форум молодых писателей. На самом деле это уже итог годовой работы форума, годовой работы фонда и литературных журналов, потому что мы целый год над этим работаем. Это действительно практически ежедневная работа. Вот еще форум не начался, а, например, в 12 номере журнала «Октябрь», который сейчас уже верстается, уже мы с этого форума, который еще не начался, отобрали 5 прозаиков, которых публикуем в 12 номере. Они не обязательно, что они придут к нам в наш мастер-класс, они будут у других, но мы их отобрали, и уже сейчас с этими своими произведениями, с рассказами, они в 12 номере под рубрикой «Новые имена» уже выступят. Это очень серьезный шаг, потому что как раз вот такая рубрика, как «Новые имена», она дает визитную карточку для этих семинаристов. Их еще трудно назвать писателями, это действительно семинаристы, и они, это проба пера, конечно, проба пера. Очень много рассказов о детстве, конечно, потому что они очень юные. И поэтому самые свежие, яркие и то, что ими прочувствовано, это детство и вот это соприкосновение со взрослым миром на уровне их сознания. Но читать это интересно не только им, а и нам, потому что вы узнаете сразу какое-то вот их мировоззренческое такое отношение к этому миру. Много очень сейчас пишут дневники свои. Это тоже такое знамение времени, можно сказать, это такое направление, потому что это связано с интернетом, с короткими записями в своих там живых журналах или каких-то других формах интернета, и поэтому эта короткая форма таких дневниковых записей, через которых они дают срез жизни своего города, тоже есть. Много произведений из Чечни. Тема войны не уходит, при том, что тема войны – это действительно не через рассказы кого-то, а это непосредственно. Это, конечно, люди раненые, душевно раненые вот этим, то, что у них происходило, и пока это не заживает. Но там есть интересные тенденции, действительно, они хотят писать, с одной стороны, на чеченском языке, они хотят развивать свою литературу, но у нас нету, совершенно нету, и это действительно большая проблема, которая все равно встанет. У нас нет института переводчиков, и пока мы не наладим институт художественных переводчиков, если эти ребята молодые уйдут в чеченскую литературу, именно будут писать на чеченском языке, они, наоборот, еще больше закроются. И нам некому будет переводить, потому что ведь это не подстрочный перевод, это должен быть художественный перевод. Художественный перевод – это такая же… Это донорская кровь другого писателя, который отдает свою кровь для того, чтобы воссоздать произведение на другом языке. И вот как раз, мне кажется, мы… «Дружба народов» журнал прекрасно как бы это понимает, но один он не справится. Это действительно проблема, она всероссийская проблема. Это на уровне надо решать и не только Министерства культуры, а вообще просто президента, потому что страна многоязычная, а литературных переводчиков практически нет. Мы столкнемся, что мы перестанем друг друга понимать просто в прямом смысле. И поэтому вот эта вот опасность их ухода в язык, в этот, потому что не только, ведь они хотят выйти, не только они хотят выйти и на международные арены, и чеченские, и ингушетии, писатели Ингушетии, они все хотят выйти на международную арену, чтобы там представлять себя на своем языке. Но мостика пока этого нет, а это очень важно.
Вот эти вот проблемы, которые, мне кажется, очень перед нами стоят и которые надо решать, потому что именно молодые, и вот такой форум, именно в рамках этого форума можно было, мне кажется, создавать такой институт, как институт переводчиков, потому что литературный институт тоже с этим не справится, они скорее там итальянский или какой-то. А здесь надо создавать абсолютно новую структуру и готовить из этих молодых семинаристов кадры для того, чтобы межреспубликанского общения. Я прежде всего хотел бы сказать о том уважении, я бы сказал, вызывает стабильность вот, сложившаяся этого молодежного форума, она у меня вызывает вот такое вот чувство уважения. Много культурных начинаний время от времени вспыхивают и гаснут, и постоянная работа с молодыми писателями – это необыкновенно ценно. Это создает и внутреннюю какую-то уверенность у молодых ребят, и в то, что заинтересованы в их работе, они чувствуют, и это очень важно. Что касается каких-то рабочих моментов подготовки, примерно одинаков процент отбора. Это уже вот я 12-й раз в этом принимаю участие, и, по-видимому, такого это уже природные законы какие-то действуют. Из числа поступающих текстов и заявок есть какой-то процент почти постоянно. То есть природа работает в этом смысле стабильно и без сбоев. Нам бы не ошибиться, так сказать, не упустить то, что интересно по-настоящему, поощрить. Это тоже важно. Это важно в молодые годы, и я просто по работе в журнале вижу, как это хорошо сказывается на талантливом человеке, когда его работа вызывает интерес, реализуется в виде публикации и так далее. Каждая встреча с таким молодым, талантливым, новым автором, она необыкновенно радостна, она освежает как-то, я бы сказал. И они все разные, это тоже интересно. Я имею в виду и стилистически, и по каким-то профессиональным качествам. Мы никаких этих, не сказать, что вот застолбил писателя, и теперь он только твоему журналу принадлежит. Я против этого категорически. Авторы, писатели могут, естественно, публиковаться в разных журналах, но то, что именно «Дружба народов» постоянно работала и работает, и поддерживает творческие связи с целым рядом писателей. И Ирина Мамаева, может быть, раньше других у нас появилась, Денис Гуцко, и Фарид Нагим, и Сухбат Афлатуни, и еще список достаточно большой. Я вот еще назову и новых, да, и Ася Умарова, вот сейчас готовится к публикации ее новая публикация рассказы. Из последнего набора, скажем, уже, или предпоследнего, это Илья Одегов и Гриша Григорий Аросев, поэты Айгерим Тажи и Анна Матасова. Словом, много я могу назвать имен. Если бы эти молодые писатели были бы сейчас здесь, я бы был в этом смысле старательнее и точнее. Я бы всех перечислил, потому что и это бывает нужно молодому писателю, то, что он уже вступил в наш цех, скажем, вот отметить хотя бы вот так словесно. И самые последние впечатления моей поездки вот только что на Урал тоже подтверждают вот этот момент. То, что талантливый новый автор, он, во-первых, он почти непременно бывает. Я не думаю, что в такой профессиональной, готовой, отборочной, скажем, комиссии, как наша, может быть что-то утеряно. Я предполагаю, что все-таки то, что действительно представляет ценность, интерес, обещает что-то, точнее, я бы сказал так. Потому что из, допустим, 60-70 вот этих обещавших за эти 12 лет авторов, наверное, остается 20-30. Вот так примерно этот отбор происходит.
И, слава богу, эта работа налажена. Гораздо серьезнее проблемы другие, вот масштабные проблемы вообще того, что происходит с литературой и почему она оказалась вдруг на обочине общественной жизни. Вы знаете, я на эти темы высказывался достаточно подробно, и я бы сказал прямо, была большая статья в литературной газете когда-то. У меня очень в этом смысле безрадостные, я бы сказал, такие выводы. И я имею в виду обобщенно это если сформулировать, то мне представляется, что векторы культуры и векторы рыночной экономики, они противоположно направлены, и вся вот история в этом, и изменить это какими-то внутренними цеховыми моментами достаточно трудно. Ну вот, я помню такое обсуждение этого вопроса, заочная конференция была в Знамени, насколько я помню, и там такой прогноз, как его назвать, достаточно, что ли, трагический такой, был высказан Кублановским. Он сказал, что литература вернет себе свое прежнее положение только тогда, когда произойдут какие-то очень серьезные катаклизмы, экономические или экологические, или и так далее. Вот так, понимаешь? Вот так он нам предсказал, что вот. И на что гораздо позже Станислав Рассадин как-то откликнулся, что да нет, пусть уж лучше поживут люди, чем нам литературу возвращать такой ценой, так сказать, на свое место. Но представьте себе, то, как он сформулировал, опять будут востребованы люди с какой-то внутренней нравственной установкой, способны ее артикулировать, и вот это вернет литературе прежнее место в обществе.